Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас понедельник, 16 января, выпуск промежуточный. Мы с вами обсуждаем те события, которые произошли за выходные и за сегодняшний день. Я напомню, мы с вами работаем в уже установленном графике 4 дня с понедельника по четверг промежуточные выпуски. В пятницу я отвечаю на ваши вопросы, которые накопились за неделю. И в воскресенье мы проводим итоги недели с Сергеем Жирновым. Большое спасибо, что уделяете нам внимание, за то, что ставите лайки и пишите комментарии. Также хочу напомнить всем, кто хочет получить конкретный ответ на свой вопрос, подписывайтесь у нас на наш Patreon. Ссылка есть в описании. С территории России и Республики Беларусь также можно подписаться. Надо только определенный алгоритм произвести. Есть все рекомендации в интернете. Можно прогуглить и получить все рекомендации. Так, теперь начнем. У нас череда возвращений, да, то Лапин вернулся, то Герасимов, и вот теперь некто Медведчук. Ну, Медведчука можно недооценивать, можно переоценивать, но все же, как ни крути, он был и остается кумом Путина. А Путин, как известно, своих не бросает. Путин крестил дочь Медведчука и остается ее крестным отцом. Путин ценит старые связи, Путин ценит такое трепетное отношение, как, например, вот крестил чью-то дочку, тоже замечательно. Он делает регулярно подарки своей крестнице и уделяет ей все-таки какое-то внимание. Ей, как и ее отцу. Ее отец, конечно, чистейший хапуга. Нажился на российском бюджете, нажил просто сумасшедшие деньги, обворовав самого Путина. Но Путин такие вещи, как выясняется, совершенно спокойно прощает. Несмотря ни на что, Медведчук все-таки остается своим. Вызвали ли Медведчука из крепких объятий украинского правосудия, и для того, чтобы Медведчук был, с одной стороны, связующим звеном с нынешним руководством Украины, почему-то еще раз, это не мое мнение, почему-то в руководстве России считаю, что у Медведчука остались какие-то связи в элитах Украины. С другой стороны, проект Медведчука можно выгодно задвинуть как противовес нынешнему российскому руководству. Опять-таки, это по восприятию Путина и его окружения. Путин не устает ошибаться. Огромное количество ошибок было совершено за последние годы, не говоря уже за последние 10 месяцев. Уже чуть больше, чем 10 месяцев. И продолжает Путин оступаться, продолжает ошибаться. Медведчук, ну, скажем так мягко, абсолютно нулевая фигура в современном украинском истеблишменте, абсолютно нулевая. Полностью себя исчерпал, полностью выдохся, но видимо, на сегодняшний день и бытует мнение с плешивой овцы хоть шерсти клок. Именно с плешивой, я не оговорился. Так вот, Медведчука пытаются использовать. Программная речь, которую опубликовали в российской прессе, не более чем вброс для дальнейшего, для того, чтобы посмотреть, как в дальнейшем можно использовать Медведчука. Поднялась довольно серьезная волна. Волна, опять-таки, я вижу, что не в украинском сегменте, по крайней мере, те информационные ресурсы, на которые я подписан в украинском сегменте, я ничего не увидел существенно по поводу Медведчука. А вот в российском сегменте очень приличную бурю организовала администрация президента при помощи Медведчука, и довольно-таки серьезный резонанс. Опять-таки, многие думают, гадают, повод абсолютно непригодный для того, чтобы обсуждать его всерьез, но все же поднялась волна, и мы вынуждены это обсуждать вместе с вами как инфоповод. Со своей стороны, я считаю себя обязанным объяснить вам, что
Овчинка выделки не стоит обращать внимание и утруждать себя аналитическим анализом по поводу каких-то статей Медведчука. Если вдруг Медведчуку будет все-таки выделена какая-то существенная роль в будущих событиях, мы вам обязательно сообщим и разберем с вами таким образом то, что происходит. Теперь пойдем дальше. Пойдем дальше. Выделяют Украине довольно серьезное вооружение Великобритания. И бронетранспортеры, и танки, и, как я вижу, причем совсем немало. Во-первых, эскадрилью танков. Да, эскадрилья танков это немного. 8 орудий плюс АС-90 плюс еще пообещали выделить со временем 100 единиц бронетехники, включая бульдоги, 100 тысяч артиллерийских снарядов. Да, опять-таки 100 тысяч артиллерийских снарядов при современном течении боев на фронте. Не очень много, но в то же время эти снаряды совсем не лишние. Опять-таки мы заметим, что это выделяет Великобритания. И опять-таки надо обратить внимание на то, что Британия становится первой страной, которая поставляет Украине тяжелые вооружения, танки. Последуют ли дальше ее примеру партнеры, которые помогают Украине? Будем смотреть. Я думаю, что да. И уже довольно скоро. Сможет ли это поменять ситуацию на поле боя? В накопительном ресурсе, да, конечно. Как только будут достаточное количество вооружений накоплено Украиной, нет никаких сомнений, что они перейдут в наступление. Перейдут, и будем смотреть на результаты. Я думаю, что результаты опять-таки не заставят себя ждать. Так, переходим к следующей теме. Следующая тема у нас Пригожин. Пригожин теряет позиции, пытается убедить Путина восстановить силы ЧВК, дать возможность ему набирать новых людей. Путин пока игнорирует довольно серьезно, не пытается встать на данный момент на сторону Пригожина и помочь ему в полной мере. Есть даже уверение Путина среди его окружения в том, что ЧВК выполнила свою функцию на фронте. Теперь стоит отдать инициативу военным, профессиональным, и ЧВК как раздражающий фактор, как фактор, который может повлиять на будущие события, в ущерб стабильности, скажем так. Есть мнение, что ЧВК надо обнулить полностью, направляя их на какие-то задания, которые будут уничтожать ЧВК, что в сущности не очень сложно. Да, конечно, ЧВК останется в тех странах, где они присутствуют до сих пор. Возможно, даже будет расширение влияния ЧВК в Африке, в странах Азии, в Латинской Америке. Но в Украине дать возможность ЧВК восстановиться Аки Феникс, я думаю, что для Пригожина будет проблематично говорить Путина. В этом мире может быть все. Мы говорим о реальных перспективах, и по крайней мере, как складывается ситуация на сегодняшний день, Пригожин крепко потерял. Очень крепко потерял. Что еще? Еще опросы ФСО показывают снижение поддержки боевых действий, снижение поддержки войны, что, в принципе, говорит о усталости даже среди тех, кто еще совсем недавно поддерживал боевые действия и поддерживал, по крайней мере, участие России в боевых действиях. Мы сейчас говорим о гражданах России, так как ФСО проводит опросы именно среди граждан России. Именно об этом мы и говорим. Так, по событиям на сегодня это все.
Мы с вами обязательно увидимся, услышимся завтра. Ну вот мы как раз ровно 10 минут в эфире. У нас регламент мы выбрали, да, 10-12 минут для промежуточных выпусков. Я надеюсь, вам было интересно. Мне всегда приятно быть с вами, и я рад, что вы уделяете нам внимание. Еще раз повторяю. Большое спасибо, что были со мной. Мы любим вас. Это главное. И мы работаем исключительно для вас. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.